Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Мой канал «Сделано в Казахстане» – это источник информации о героических страницах истории казахского народа, о прославленных казахских батырах, биях и султанах. Досмотрите данный видеоролик до конца, я обещаю, что узнаете не только много новой, но и самое главное – интересной информации. Я особо прошу учесть, что данное видео является чисто моей личной точкой зрения. И не судите строго, если моя точка зрения не совпадает с вашей. Сегодняшняя моя лекция будет о вопросе происхождения казахских жузов. Сейчас среди казахстанских историков, да и историков вообще, не то что не существует единой точки зрения о происхождении жузов, историки даже не могут прийти к общему определению термина «жуз». Чокан Валиханов, например, считал, что жузы были созданы казахскими племенами в период распада Золотой Орды для того, чтобы сохранить за собой свои территории. Другой востоковед Бартоль связывает возникновение казахских жузов с географическим фактором. Историк Султанов предполагает, что жузы – это трансформировавшиеся монгольские улусы. Кандидат исторических наук Акимбеков выдвинул версию, что жузы – это объединение ногайских, могольских и казахских племен соответственно. У всех этих точек зрения есть свои недостатки. Так, например, если казахские жузы появились в период распада Золотой Орды, то возникает сразу же вопрос, почему же тогда в территории казахских жузов, которые были созданы на месте Золотой Орды, не вошла хотя бы, если не вся, то хотя бы половина территории Золотой Орды. Пойдем дальше. Если казахские жузы сформировались согласно маршрутам и особенностям кочевок, то откуда тогда появились названия этих жузов? Младший, средний, старший. Тем более, что территория младшего жуза как минимум в 1,5 раза больше территории старшего. И последнее. Если казахские жузы – это бывшие монгольские улусы, то почему жузы не охватили все территории этих улусов? А если следовать теории историка Акимбекова, то истинными казахами является только средний жуз, а младший жуз – это ногайские племена, старший жуз – моголы. Я считаю все эти версии нереальными, ограниченными и предлагаю свою гипотезу. Главная ошибка почти всех историков – это то, что все они считают, что жузы образовались в первой половине либо в середине 17 века. И главным аргументом приводят следующий отрывок из книги Махмуда бен Вали «Море тайн», написанной предположительно в 1634-1640 годах. Этот отрывок звучит следующим образом. После смерти хана Шейбани его сын Бахадур начинает руководить этой страной. Для зимовок и жайляу он выбрал Белую Орду, которая еще известна как Жуз-Орда. И все, оттуда наши историки черпают свои знания и считают, что жузы появились именно в первой половине 17 века, к которой датируется это произведение Махмуда бен Вали. Но тут, я считаю, произошла громадная ошибка. Во-первых, Махмуд бен Вали – это афганский историк, который вначале жил в Индии, а потом вернулся в Афганистан, где и умер. Никогда на территории казахского ханства Махмуд бен Вали не бывал. Во-вторых, Махмуд бен Вали в своей книге не говорит о появлении жуза. Он всего лишь упоминает о том, что Белая Орда была известна как Жуз-Орда. И здесь главное слово «была известна». То есть Белая Орда была известна как Жуз-Орда. А жузы ведь могли появиться еще задолго до написания произведений Махмуда бен Вали. Следующая ошибка историков – это то, что, перебирая все созвучные казахские слова, они не видят главного. Историки трактуют термин «жуз» как сотня, группа или даже союз или объединение. А ведь в казахском языке есть слово, которое, на мой взгляд, более подходящего значения. Это слово «вжуз» в смысле лик или облик. Итак, какова же моя версия? Я считаю, исходя из собственного анализа исторических сведений и исторических источников, что казахские жузы
сформировались или же были сформированы, что будет правильно, в период правления великого казахского хана Хакназара в 1538-1580 годах. Согласно казахским легендам, впервые казахский народ на 3 жуза разделил якобы легендарный хан Алаш, который поставил во главе каждого жуза своего сына. О том, что именно Хакназар является ханом Алашем, я попытался обосновать в своем видео «Алашхан деген кім?», которое вы можете посмотреть на моем канале «Сделано в Казахстане АК-79». Подробно не останавливаясь на деталях, я лишь хочу напомнить, что именно Хакназар смог возродить могущество казахского ханства и сохранить уже распадавшийся казахский народ. Именно Хакназар смог остановить жестокие набеги кровожадных соседей, которые были готовы растерзать ослабевший казахский улус и разделить его между собой. Но Хакназару было нелегко. Во-первых, он пришел к власти в тот момент, когда единого казахского ханства практически уже не существовало. В каждом регионе были свои правители, которые вели самостоятельную политику. Более подробно об этом вы можете узнать также на моем канале из видео «Забытые герои казахской истории». Во-вторых, Хакназар был единственным представителем свергнутой из ханского престола династии потомков Касыма. Ни братьев, ни племянников у него к тому времени, когда он занял ханский престол, уже никого в живых не было. И потому Хакназар мог рассчитывать только на своих сыновей в деле управления и защиты обширной территории казахского государства. Если же взять наиболее опасных противников казахского ханства, то ими являлись Ногайская Орда на западе, Узбекское ханство шейбанидов на юге и внезапно появившиеся и сразу же выдвинувшие претензии на господство во всей Средней Азии ойраты, или же по-другому джунгары на востоке. Поэтому Хакназар разделяет подвластные ему казахские племена на 3 части и назначает своими наместниками в них 3 своих сыновей. Полное соответствие легенде о 3 сыновьях легендарного хана Алаша. Перед каждым своим сыном Хакназар ставит задачу, первыми увидев лик врага, дать ему отпор. Или же на казахском «Душпанның жүзін бірінші көріп, оған қарсы тұрыңдар». Отсюда и название «жүз», то есть лик или облик. Для того, чтобы сплотить казахские племена в составе каждого жуза, на помощь Хакназару приходят известные жырау, которые составляют шежире. Согласно этим шежире, племена, собранные в составе одного жуза, провозглашаются родственниками и потомками одного или нескольких общих предков. Теперь же перейдем к названиям жузов. Здесь я предполагаю следующее. Старший сын и наследник Хакназара, султан Дин Мухаммед, был назначен правителем южного удела и защитником южных границ казахского ханства. Но его удел вместе с подвластными ему племенами получает название «старший жуз» не только поэтому. Старший жуз был назван старшим еще и потому, что он располагался на территории, где было основано казахское ханство – Жетысу и Южный Казахстан. Также старший жуз носил название старшего еще и потому, что он выступал против основного и кровного врага казахского народа, который не просто хотел отхватить кусок казахской земли, а мечтал уничтожить казахское ханство вместе со всем казахским народом. Это узбекское ханство шейбанидов. Также и средний жуз, которым управлял второй сын Хакназара, султан Бозғыл, и который защищал казахскую землю от других менее опасных, но все же жестоких противников ойратов, которые пока еще находились на стадии формирования своей государственности, но все равно представляли серьезную угрозу казахскому государству. И младший жуз под управлением младшего сына Хакназара Мунгатай султана, противодействовавший Ногайской Орде, которая мечтала присоединить к себе казахские степи до рек Торгай и все Приоралье.
Вот такова моя версия о происхождении казахских жузов. Соглашаться или нет – это личное дело каждого. Я же просто предложил вашему вниманию свою гипотезу. Если вы хотите узнать историю казахских племен и родов, если вы интересуетесь биографиями выдающихся казахов, подписывайтесь на мой канал «Сделано в Казахстане АК-79». Делитесь тем, что вы узнали в данном ролике. Распространяйте видео среди своих знакомых, ведь нашей историей можно и нужно гордиться. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.